Всем привет из иракского Курдистана. Это наш второй полноценный день в этой стране. Мы все еще находимся в городе Эрбиль, столице Курдистана. И несмотря на то, что это один из древнейших городов во всем мире, район, в котором мы находимся сейчас, больше напоминает Дубай. Как нам сказали, здесь тусуются местные, но пока что мы не можем найти местных, видим только рабочих, которые все еще строят этот район города. Как и в других богатых арабских странах, типа Эмиратов или Саудовской Аравии, здесь вся жизнь происходит внутри зданий, внутри моллов. Сейчас мы пойдем в один такой молл и посмотрим, что же там происходит. Короче, нам запретили снимать, сказали, что нужно какое-то специальное разрешение. Мы сейчас фактически из него вроде бы вышли, хотя это, наверное, тоже часть этого Dream City. Будем искать какое-то место для завтрака. Главный вывод, который мы сделали, это то, что здесь, конечно, особо не разгуляешься, потому что нет дорог, чтобы спокойно идти. Повсюду солнце палит, нет вообще никакого тенечка и большие расстояния. То есть понятно, почему люди на самом деле передвигаются чаще всего на машинах. Да, Эрбиль — это чисто город машин. И нам такое, если честно, не очень нравится, потому что у нас нет машины, и мы не очень вообще любим всю эту автомобильную тему. Да, Дэда? Угу. Нам бы пешочком пройтись, по парку погулять, да. Спокойненько так любим. Мне вот это вот эти машины, тут еще все любят очень крутые машины. Такие светлые машины в основном. И крупные, очень крупные, такие все блестящие. Видно, что новые, то есть люди их недавно все купили. Сзади какая-то полиция, так что я, наверное, заканчиваю съемку. Здесь завтраки, получается, есть такие наборы большие, есть еще побольше. Но думаю, нам такое не нужно. Ну, нам самый маленький, наверное, набор. Может, не ошиблись, подумали, что у нас 10 человек, а не двое. Вау. А Дэля, что-то еще? Мало тебе? Еще что-то может заказать? Нет. Боже мой, ладно, что у нас здесь есть? У нас есть один омлет, тарелка с сыром, панкейки, тарелка с овощами, котлетки, сметанка, куча намазок, еще панкейки, и еще какие-то котлетки, и еще какая-то намазка, и еще супчики. Можно это как-то на весь день растянуть? Что это? Вау! Что это? Это драники. Это драники. Драники в Ираке. Как вам такое? Это очень вкусные драники. Вау. Можно даже сметанку. Ничего особенного. Традиционная белорусская кухня на Ближнем Востоке. Овощи. Огурец. Я вижу что-то непонятное. Надо пробовать. Это такие нутовые котлетки. Нутовые наггетсы как будто жареные. Тоже вкусно. Так, какая-то лепешка. Вообще непонятно, что это. С оливковым маслом и какие-то приправы, специи. Попробуем. Наверное, впервые за последние 2 месяца нам принесли воду в стекле. Потому что в Турции, что здесь, тема экологии, видимо, еще не дошла и вообще не поднимается. И да, люди не думают о том, что использование пластика вредит экологии. Вот. И мы вообще даже в магазинах не видели альтернативу в стекле. То есть люди здесь особо не заботятся об экологии, потребляют очень много пластика, все ездят исключительно на машинах, очень много летают. И это можно понять, потому что у общества здесь есть другие проблемы. Я, если честно, рад, что мы пошли в такое не совсем традиционное место, потому что именно в таких местах завтракают местные. То есть это какой-то парадокс, но местные, ну, молодежь, например, она приезжает в эти районы и завтракает здесь такую не совсем традиционную кухню, европейскую, я бы сказал, немножко с таким арабским стилем. И, да, курят кальянчик, пьют чай. Мы уже заметили, что в Ираке все большое, и даже чашки для чая здесь намного больше, чем в Турции. То есть это такой двойной, наверное, размер. Мы покушали, было очень вкусно. И, как обычно, нереально много еды. То есть мы половину, наверное, не съели, просто потому что мы не можем. Так что, наверное, если вы будете посещать Ирак, всегда берите с собой контейнеры или просите завернуть все с собой, потому что еды накладывают нереально много. Вот, а мы, наверное, тут еще немножко останемся, потому что нам нужно загрузить видос на YouTube. У нас нет интернета дома уже какой день, и да, надеемся, тут будет хорошая связь и будет видосик на ютубе уже сейчас, который вы, наверное, уже посмотрели, если вы смотрите это видео. Ну, короче, увидимся чуть попозже. Так, мы
Только что встретились с нашим хостом Сардаром, взяли у него уже интервью. Знакомьтесь, это наш хост по каучсерфингу Сардар. Он журналист и переводчик, и из-за специфики своей работы часто бывал в самых горячих точках этой страны. Он разложил нам по полочкам историю Ирака и Курдистана и согласился ответить на наши вопросы о жизни в этой стране в наши дни. Интервью вышло очень интересным, так что подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео с его участием. Наш хост привез нас в христианскую часть города. Раньше она была известна с тем, что только здесь можно было купить алкоголь. На самом деле сейчас его можно купить везде. Но да, посмотрим вообще, как выглядит эта часть города, чем она отличается от другой. Анкава – это христианский квартал в Эрбиле. Анкава раньше была небольшой деревней, но в последние несколько лет она активно развивалась и превратилась в уникальный район города, где мирно уживаются христиане, евреи и буддисты. В этом районе живут ассирийцы. Это еще одна такая очень интересная этническая группа, у которой нет своего государства. И наш хост нам сейчас сказал, что они говорят на абсолютно другом языке, который он вообще не понимает. И именно в этом районе их тут большинство. То есть тут намного их больше, чем в других районах Эрбиля и вообще Курдистана. Рандом начался с первой же секунды. Ёжик в воде. Ой, ой. Ёжик в воде, боже мой. Oh my god. What's going on? بحرامي Huh? ذبح Oh, no. ليش حرام؟ Right. ياكل حرام He's delivery guy. He said I might take him to some empty area and leave it. Release it, yeah. Oh, so they don't want to eat it or something, huh? I don't know, I don't understand exactly, but I think the other guy was supposedly trying for that. Yeah, Oh my but I God. told him like, please, like, don't let him kill it. And he said, yeah, I will. Seriously, I will take it. Like, I feel good when he said like, I will take it and release it somewhere. Like, yeah. Вау. Напоминает немножко Азию, правда? И наш хост жаловался на то, что у них постоянно какие-то проблемы с электричеством. How much So money if you we pay? do like this, they... Their electricity cuts. Вау. Если мы сейчас нажмем на какую-то черную кнопку, это значит, что у кого-то в доме, погасит электричество. То есть это счетчик такой внешний, по идее, да? То есть когда кончается электричество государственное, то люди используют такие генераторы. И вот, например, этот генератор, он принадлежит именно к этому зданию. Интересная у них система, но потому что электричество поступает нерегулярно. Нашли инжир, дерево с инжирами. It's already soft. I mean, we probably can't. No, we can't eat it now, but it's getting ripe. Наш хост завел нас в какую-то лавочку и будет угощать нас лимонным типа соком, то есть будут вдавливать лимоны и смешивать его с водой. Это очень-очень кисло. Но что более странно в этом напитке, это то, что нам принесли соль, и в него нужно добавлять соль. Мы немножко в шоке. Мне кажется, это мне точно не понравится. Вау. Я вообще кисло не люблю, но это прям лимон, просто лимон. Окей. Помог тебе сахар? Да, чуть-чуть помог. Но мне кажется, это просто заряд витамина С на несколько лет вперед. И наш хост выпил все и сказал, что он еще хочет 3 таких. Наш хост нас отвел в место, где находится церковь. И это не простая церковь. Это католический собор Святого Иосифа. Да-да, католический собор в Ираке. Его начали строить в 1978 году в вавилонском стиле с большим двором и роскошными садами. А в 2014 году он стал приютом для жителей Ирака и Сирии, которые спасались от захвата ИГИЛа в своих странах. Нас сюда пустили ровно на 5 минут, поэтому заканчиваем съемку и идем дальше. Mostly it's Christian and Syrian, but also like Kildan, Chaldean or Chaldean, it's called. And also Armenian. Armenian, the number is very small. Yeah. Mostly like Assyrian, yeah. Uh-huh. Так, мы приехали опять в центр, будем гулять, общаться с людьми и, конечно же, что-то покушаем, потому что мы уже проголодались. Посмотрим, чем еще удивит нас местная иракская курдская кухня. А в Курдистане здесь тоже обожают кебаб,
И у них кебаб это немножко другое. То есть кебабом они называют говяжий фарш на таких шампурах. Вот. А все, что мы привыкли называть кебабом, это у них шаурма. Мы заказали просто обычный куриный шашлык. Здесь тоже эта опция. Сейчас будем кушать. Мы поели не самый лучший кебаб. Наверное, за последние 2 месяца путешествия по Турции и Ираку это самый невкусный прием пищи, который у нас был, что мы даже отвыкли от такого. Да, на самом деле мы прям привыкли к такой хорошей, натуральной, свежей еде. И, ну, кебаб был хороший, просто немножко суховатое мясо, и мы такие уже, типа, нет, нам это не нравится. See you, inshallah. See you. Your name? Roman. Roman. And your name? Roman. Enter Milan. Roma. Yeah. Yeah. You are Moscow? Okay. Yeah, but Thank you. Bye-bye. Мы встретили такого очень милого дядечку, который с нами поговорил даже на английском, прикиньте, он из Ирака. Ему, наверное, точно около 80 или 90 лет. И он говорил с нами на английском, очень прикольно. Сейчас мы зайдем в магазин около нашего дома, что-нибудь вкусненькое возьмем, посмотрим, что тут есть. Смотрите, как прикольно выглядит лейс. Тут есть, получается, перевод на закорлючки. Иракский или курдский, наверное, не знаю. Это арабский шрифт. Даже в Европе не видела таких упаковок. Или лейс, например. Выглядит как какой-то доместос. Конечно же, специи. Конечно же, тонны риса. Потом очень много импортированных продуктов, например, вот немецкое печенье. То есть очень много продуктов с Европы. А еще мы нашли наши любимые такие рождественские прянички, но вот в виде таких шариков. Вау, мы даже в Германии такого не видели. Я в шоке. Мини-киткатики. Орео в виде батончика. Конечно, это не колоритный рынок курдский, но тем не менее, мне кажется, очень интересно посмотреть, что именно кушают люди, которые живут в этом районе. То есть обычный простой магазинчик, в который люди ходят просто за угол, купить там что-то перекусить. Тут даже есть сгущеночка. Блин, даже в Ираке есть сгущенка, капец. Как вам такое? Шок. Ой, Идём. с халвой. Это коровка с халвой. Ну все, это 100% я беру. Обзор на коровку в Ираке. У меня с зеленым чаем, у Ромы с халвой. Мне нравится. Мне вроде тоже. Странная комбинация зеленого чая, потому что действительно я как будто пью чай и ем коровку одновременно. Да, и с халвой тоже что-то необычное такое. Вот такой вот у нас выдался день. Наш второй полноценный день в иракском Курдистане. Надеюсь, вам было интересно. Если да, лайкайте это видео и оставьте, пожалуйста, коммент любой. Напишите что угодно. Напишите что-нибудь. На этой сладкой ноте мы заканчиваем этот видос и увидимся уже завтра.